Она не та, за кого себя выдает. Кто же это? Давайте посмотрим вместе новый расклад Таро. Как всегда, с вами Вика. Настраивайтесь на расклад. Не забывайте ставить лайк, подписываться на канал, делиться этим видео и смотрим сигнификацию, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. Вы человек, обладающий, просто сумасшедшей интуицией. Даже у кого-то могут проиграться магические способности. Вы это знаете. У нас уже не единожды в это выпадало в сигнификации. Может быть, даже потому, что многие смотрят меня регулярно. За что вам большое спасибо. Вы очень чувствуете, особенно я бы выделила каких-то вот гнилых, нехороших людей. Либо же вот чувствуете остро надвижение какой-то опасности. То есть вот что-то плохое вы точно ощущаете. Это могут быть и вещи сны. Это может быть ясновидение, какое-то вот предчувствие. Это могут быть знаки. Хотя вот на знаки вы не всегда обращаете внимание. Даже вот я бы даже сказала, что, возможно, перед тем, как потерять свою женщину, вы тоже это чувствовали. Это может проиграться и перед разводом, да, вот вы чувствовали, вот, просто каждой клеточкой, что вот все, скоро конец, да. У кого же женщина ушла на небеса, тоже такие есть. Вы могли предчувствовать, либо же видеть сны. Это было на каком-то интуитивном уровне, что скоро вы ее потеряете. Давайте напишем, ребят, в комментариях, маленький опрос сделаем. Вот у кого реально были такие случаи, что вы чувствовали, либо перед разводом, либо перед уходом вашей женщины, да, вы чувствовали это или нет? Может быть, сны вам снились, может быть, еще какие-то картинки вы видели, все что угодно. Если такого не было, пишите, что не было. Всегда интересно читать ваши комментарии. Вы за деньгами не гонитесь. Для вас не важны деньги вот, как таковые. Деньги это хорошо, но вы не гонитесь за ними. Вот вы как-то спокойно относитесь к тому, что у вас есть. Это женщины были у вас большие охотницы такие за деньгами, да, вот любительницы красивой жизни. Особенно одна дамочка, да, она была, конечно, такая классная. Она была внешне очень привлекательная, такая харизматичная дама. Но здесь нужно было ее очень сильно любить, кружить, и которой все было мало и мало. Вот эта дама вам, наверное, самую такую большую боль и причинила. Вы человек, который очень быстро всему учится. Вот вам, наверное, достаточно показать один раз, как что сделать, да, и вы все, вы и отремонтируете, вы все сделаете. То есть очень-очень такой вы, и всесторонне развитый, и довольно умный человечек. Женщины вас привлекают исключительно, такие симпатяшки. Серая мышка вам точно не по пути. Вы и сами, в общем-то, довольно неплохо выглядите. Кто-то может быть и моложе, кто-то может быть более подтянутый такой, да, вот, не по годам, то есть вы следите за собой, сколько бы вам ни было лет. Но есть и те, которые все планируют. Вот, да, вот завтра начну заниматься спортом, да, вот завтра начинаю худеть. Тоже такие есть. Поэтому, ребят, все в ваших руках. Кто планирует, но откладывает, вы можете все сделать. Вы можете и похудеть там, и поправить вес свой, и вообще так себя больше бодрячком чувствовать. Единственное, не ленитесь, и у вас все получится. Вот не нужно откладывать. Хотя я, в принципе, понимаю, почему вы откладываете. У вас нет мотивации. Вот нет мотивации. Кто-то из вас находится сейчас вот в таких вот, знаете, разрушительных энергиях. Возможно, вы недавно разошлись. Либо же здесь могло еще проиграться, вот какую-то беду вы недавно пережили. Опять же, у нас уже это показывал этот момент когда-то вот недавно в сигнификации, что либо вы кого-то потеряли, может быть, какие-то там пожары, катаклизмы, что-то такое пережили.
после этого события у вас могут быть довольно такие отходники долгие, да, либо кого-то похоронили, либо могло что-то с домом произойти, да, ну, все что угодно бывает, и короткое замыкание, либо же вы могли, вот еще шажочек, вы могли там перед пожаром очутиться, да, но вы предотвратили. То есть, ну, такой дикий стресс вы пережили. Напишите, ребят, если у кого-то это проигрывается. К женщинам вот как-то вы стали более холодно относиться. Это скорее относится к тому моменту, вот когда вы разошлись, да, и после того вот вы как будто поменяли свое мнение о женщинах, вот о всех. Вот нет такого прям доверия к женщинам. И в то же время я не вижу, что вы страдаете без женщин. То есть вот все пазлы сошлись, да? Я особо не заморачиваюсь по поводу женщин, мне одному хорошо. Отболела, у кого-то сейчас еще болит, да, кто недавно разошелся. Но, тем не менее, вы найдете всегда себе какую-то отдушину. У кого-то отдушина это может быть хобби, у кого-то это женщина на стороне отдушина может быть. Ну так, чтобы без чувств, без влюбляния, так сказать, да. Но вы не строите планов, чтобы вот четенько там жениться, либо еще что-то. Это очень похоже на паузу в личной жизни. Причем у кого-то эта пауза может проиграться осознанно, да, что вот вы решили, что не хочу я никаких женщин, ну максимум любовница на стороне для здоровья и все. У кого-то эта пауза вот как раз другого характера. Сейчас мы уточним, давайте. У кого-то здесь пауза, но немножко другая. Здесь не получается, даже вот если вы и пытаетесь, поскольку это общий расклад, здесь вы можете даже пытаться познакомиться, пытаться устроить личную жизнь, но не получается. Это может быть либо же длительный такой период одиночества, либо же вот вы знакомитесь, и отношения очень быстро распадаются. И вы сами можете задаваться вопросом, что со мной не так, что во мне не так, почему я не могу ни с кем наладить отношения, либо же почему женщины бегут. Я уже не единожды говорила, ребят, что очень часто виновник такого, вернее, виновница такого развития событий, да, это магия. Поэтому у кого есть проблемы, которые вы не можете решить, не можете понять, что такое происходит, обращайтесь на диагностику, если потребуется чистка, мы это все сделаем. Потому что большинство людей, которые не могут наладить личную жизнь, все-таки связаны с магией, да, вот с магическим воздействием. Я уже этому даже не удивляюсь, если честно, очень много магии вокруг. Не все в это верят, есть скептики, но тем не менее это есть. Так, мои хорошие, погнали. Кто же не та, за кого себя выдает, да? Давайте смотреть. Я просто хочу вас немножко предостеречь. Это такой сегодня будет, может быть, необычный расклад, да, чтобы вы, ну, не вляпались в какую-то не очень хорошую историю. Давайте посмотрим, кто же к нам пришел на расклад. Это женщина среднего возраста. Может быть, даже у кого-то по переписке проиграется. Знакомство по переписке. Может быть, вы уже знакомы. У кого-то, может быть, срезонирует, что вы чуть позже с ней познакомитесь. Хоть в жизни, хоть в интернете, неважно. Женщина вам покажется, ну, такая очень добрая, очень домашняя, уютная. С ней будет хорошо, комфортно общаться обо всем и ни о чем. С ней можно пошутить, повеселиться, поболтать о всем на свете. Да? Вот, ну, будет ощущение, что это, ну, вот нашли свою родственную душу. Но эта женщина не так проста, как вам кажется. И смотрите, я бы хотела сказать, у кого проиграется, что эта женщина где-то живет в другом городе, в другой стране, вот вы можете дойти до того, что вы будете готовы к ней бежать и мчаться. Вот настолько она зацепит вашу душу, настолько вам будет классно и комфортно с ней.
что вы будете готовы просто мчаться к ней. Вот мчаться в другой город, в другую страну, либо же готовы будете оплатить, чтобы она приехала. Ну, то есть будете торопить события, чтобы только она приехала. Но что я вам скажу? Эта женщина может пытаться всячески отмазываться. Вот если она далеко, да, сейчас мы посмотрим, что будет, если вы рядышком, да, не по интернету знакомы. Та, которая по интернету, она будет отмазываться, она будет перекладывать вот вашу встречу, а вас это будет настораживать. Что такое, да, вроде бы все хорошо, но почему-то она не спешит встретиться. Потом вы где-то можете, ну, как-то либо же узнать, увидеть, даже почувствовать сможете, потому что, как я уже говорила, у вас у многих есть магические способности, интуиция классная. Вы начнете подозревать, что, либо же узнаете, что у нее есть мужчина. Она может быть не свободная. Поэтому она, знаете, как будто такой удобный момент подыскивает, вернее, будет подыскивать, да, чтобы с вами встретиться. Потому что когда есть один мужчина, нужно как-то изворачиваться, да, куда ты поехала, где ты, что ты, как ты. Поэтому она и будет как-то вот увиливать. Обращайте на это внимание, кто будет общаться по интернету. Когда вы встретитесь, здесь соперник 100%, ребят, вот те, у кого по интернету проиграется. Хотя она будет вам рассказывать сказки. Она будет рассказывать про то, что да, вот ты такой классный, хочу с тобой семью. Ну, в таком ключе, намеки про совместное будущее. Это будет неправда. Вы потом это поймете, либо почувствуете. А вы-то начнете все больше впахивать, все больше работать, да, потому что будете иметь надежду, что вот все будет классно, мы с ней будем там, может быть, дом покупать, ну, то есть, как вот эти вот все планы, да, которые бывают перед женитьбой. Но когда вы поймете, что человечек-то вам врет, будет большая-большая печалька. Поэтому я вас предостерегаю, ребят. Здесь, чтобы не проигрался любовный треугольник, будьте очень бдительны. Давайте я хочу, это пока я сейчас рассказываю тем, кто будут общаться по интернету. Я вот все-таки хочу, чтобы вам немножко помочь. Вот какой еще опознавательный знак может быть, чтобы вы ее узнали. Потому что замужних может быть много. Ну, посмотрите, постоянно любовные треугольники. Смотрите, она дама. С одной стороны, да, она приятная, но вот она с характером будет. Какие-то такие моменты, вот обращайте внимание, она может иногда вот что-то импульсивно сказать, может резко ответить, потом может извиниться, да, вот какая-то резкость с ней может периодически быть. Ну да, это лживая дама, лживая, постоянно показывает соперник. То есть, смотрите, обращайте внимание на женщину, которая будет вроде бы няшечка с одной стороны, а с другой стороны, вот она что-то как скажет, как отбреет, да, потом хоть и извинится, но уже осадочек-то остался. Врунишка, стопроцентная врунишка. Поэтому будьте бдительны, ребята. И давайте-ка теперь посмотрим, что будет, что это за дама, кто из вас, ну, в жизни познакомится, не по интернету. В чем здесь может быть подвох? Так. Ну, во-первых, начнем с того, что она начнет сказки рассказывать по поводу возраста, да. Ей захочется немножко так приврать, помолодиться. То есть она себе скинет некоторые годы, да. Она начнет точно так же рассказывать, что она одинокая, что она такая бедная, несчастная, но здесь по факту тоже будет мужчина. Причем будьте осторожны, потому что те, кто будет встречаться вот в жизни, да, сразу, то есть вы, ну вот она семейная, вот 100% она семейная. И опять же любовный треугольник, ну вы посмотрите, Но эта женщина, знаете, она как будто ищет приключений, вот она ищет страстей, вернее, будет искать, да. Поэтому будьте здесь бдительны, потому что может быть ситуация, ребята, ну это будет такая трэшевая ситуация, что вот вы с ней там пороманите какой-то период, да, все будет
такой остро, ярко, замечательно, страстно, а потом она придет и скажет: я беременна. Хотя она может быть беременна и от своего мужа. Понимаете, какой здесь может быть спорный, серьезный момент? Для чего это? Для чего? Для того, чтобы вы вкладывались финансово. Понятно, что здесь женщина сглупит, у кого скажет вот именно про беременность, потому что, ну, как бы это все очень быстро проверяется, просекается, и, в общем-то, я думаю, долго скрывать своего мужа она не сможет. Если же она скажет вам: вот дай какую-то сумму там на лечение, там, я не знаю, на сохранение, либо еще что-то, вот не ведитесь на эти моменты. Здесь подвох будет, чтобы вас раскрутить на денежку. Да, время она с вами проведет, как с любовником, но у нее-то есть мужчина. А если она вам еще и про ребенка начнет рассказывать, а потом доить деньги, ну, вроде бы ты как бы будущий папаша, да, вот давай делись там на витаминчики, да, вот мне нужно питаться хорошо, там в больничке полежать и так далее. Вот не ведитесь на такие моменты. То есть эти женщины не те, за кого себя выдают, понимаете? Хоть по интернету, хоть в жизни, вот будьте бдительны, ребят, будьте бдительны. Давайте посмотрим, те, кто в жизни вот познакомится, все ли в принципе нормально у вас пройдет, сможете ли вы от нее избавиться. Избавитесь, да, но осадочек она, ох, какой у вас оставит, потому что кто-то из вас 100% влюбится. Так будет все ярко, остро, красиво, что вы, ну, не сможете так быстро выкинуть ее из души и сердца. Поэтому будьте бдительны, чтобы вас, ну, снова не накрыли очередные боль, страдания, переживания. А эти женщины, ох, какие они порой бывают коварные, ребят, вы это знаете. Поэтому я никого не пугаю. Я просто хотела бы, чтобы вы были бдительными, да? Доверяй, но проверяй. Все-таки это классная пословица, поговорка, там, выражение, как угодно. Держите ухо востро, потому что, ну, пережить еще одну боль, я думаю, это никому из вас не нужно. Вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!